Никто не знает, откуда мы приходим и куда идем. Мы упрямо шагаем вперед или просто бредем в неизвестном направлении. Каждый человек преодолевает этот путь один, сам по себе, дрейфуя в бесконечной вселенной, осторожно ступая шаг за шагом, пытаясь найти что-то новое, ухватить что-то совсем неосязаемое, за ближайшим поворотом, на соседней улице или улетая за тысячи километров к неведомым горизонтам. Что же мы ищем или от чего бежим? Истину, смысл жизни или просто окно в другой мир? All these things are one day swallowed. Кто-то приезжает в Индию и, видя лишь грязь и нищету, не возвращается сюда никогда. Но, возможно, вы готовы вместе с нами окунуться в этот новый мир, погрузиться с головой в воды священных рек, увидеть древние города и храмы, или для начала просто ступить на подножку поезда и пересечь на нем бескрайние просторы этой страны. Прорвавшись сквозь душные улицы Дели, перешагнув через множество неподвижных тел, спящих прямо на полу вокзала людей, вы откроете для себя новый мир, мир железных дорог, опутывающих всю Индию. Разве не прекрасна возможность увидеть эту страну, не покидая стремительный локомотив, сидя с замирающим сердцем в распахнутых дверях вагона в ожидании чего-то нового, неизведанного? Джайпур – воплощение гордого духа Раджпутаны, страны храбрых воинов. Но как разглядеть тебя сквозь пыль, суету, поток рикш, узлы беливых веревок? Где ты, розовый город мечты? Скрытый за цепким кольцом привокзальной суеты, толпой спешащих людей, окруженный крепостной стеной, старый город раскрывает свои объятия. Созданный одним единственным человеком Махараджей Джайсингхом, город его мечты.
город с единым архитектурным планом, следующим указу великих вед. Именно он, великий Махараджа, построил в сердце суровой пустыни знаменитую диаграмму Вселенной. И в центре этой Вселенной Хава-Махал, дворец ветров, ажурным розовым облаком поднимающийся из толчьи базаров и улиц. Его великолепный фасад украшен почти 1000 окошек, пропускающих в сеть запутанных коридоров и будуаров знойный воздух песков. За трогательными ставинками скрывалось множество прекрасных женщин гарема Махараджи, смотревших сквозь резные решетки в большой мир. Сияющие на фоне бездонного неба золотистые стены внутренних двориков, множество лестниц, ходов, переходов, галереи под палящими лучами солнца, дарящие великолепный вид на старый город с загадочными строениями обсерватории. Позабыв про повседневные дела, спасаясь от зноя, люди стекаются к продавцу прохладной воды или спешат оседлать рикшу и скрыться за стенами своих домов. И только вечные уличные торговцы и бездомные попрошайки пытливо выглядывают из каждого закоулка. Кто ты, величественный Хатха, добродушный герой советской мультипликации или грозный обитатель джунглей? Символ королевской власти, гордо вышагивающий среди отчаянно сигналящих автомобилей велорикш-повозок, украшенный попонами и традиционными орнаментами, нагруженный туристами, гордо проплывающими над головами прохожих, опутанный цепями, униженный и страдающий, но хочется верить, что не порабощенный до конца. Очередная гордость традиционных ремесел Индии, притаившаяся в городских закоулках. Here we making block printing. So what we do, we using 3 kind of fabrics. We using cotton fabric, silk and cotton fabric, and silk fabric. Look at. Это текстильная мануфактура, похожая на сотни таких же других, которые можно найти практически во всех городах и городках Индии, источающая тонны текстильных изделий в год. Простейший шаблон, ловкие движения рук, и вот метры и километры ткани испещрены наивными изображениями животных, затейливыми изгибами лепестков и прожилок. Уважение и сохранение традиций, но пренебрежение современными технологиями. So like this, flip inside different 7 colors and different 7 blocks like that. We don't putting always 7. Minimum we put 3 colors. Maximum we put 7 colors. Because price depend on the quality and workmanship. How many colors we use, how many blocks we use, and depend on the fabric also. Монотонный призыв колокола в сумерках заставляет абстрагироваться от переживаний прожитого дня, обратить сознание внутрь себя, сконцентрироваться на предмете поклонения. Духовное сердце Джайпура бьется здесь, в этом храме, где находится изваяние Кришны, одного из 2 воплощений великого бога Вишну, и его верной супруги Радхарани. Эти изваяния, иногда неуважительно называемые идолами, скрыты от наших невежественных глаз за древними ритуалами служения Богу Кришне, такими далекими, на первый взгляд, от привычных нам танцующих людей в оранжевых одеждах. Легкое касание холодного камня ступеней колонн, протяжные песни продавцов священной воды Ганга, не только символы и ритуалы, все здесь имеет свой смысл, как и любой поступок, слово или даже мысль. Утренняя прохлада готова раствориться и уступить место чарующим запахам нового дня.
Отдав утренние почести богам, все спешат к ютящимся повсюду ресторанчикам, кафе или просто уличным забегаловкам. Роти, чапати, тали, панир. Непонятные незнакомые нам названия, но от этого еще более зовущие присоединиться к утренней трапезе, позабыв про всевозможные санитарные нормы. Отяжеленные плотным завтраком, с радостью седлаем первого попавшегося рикшу. Обалдевший от палящего солнца, пыли, пронзительных гудков, борясь с подступающей дремотой, пытаясь ухватить обрывки реальности, усталый водитель погружается в сладкое оцепенение, в свою мечту, где он – желанный и уважаемый гость в своем собственном городе. Загадочные строения, а на самом деле невероятно точные приборы, сочетающие скульптурную красоту и изящество с высокой точностью показаний. Это обсерватория Джантар-Мантар, любимое детище Джай Синха, хранящее для нас знания древней Индии, когда блестящие астрономы и математики уже имели представление о космосе и Вселенной задолго до эры радиотелескопов. Среди этих величественных устройств для измерения положения всех знаков зодиака, среди копошащихся любопытных людей под грандиозными стенами, рядом с самыми большими в мире солнечными часами, в вас проникает ощущение, что все вокруг, и мы тоже, есть части космического хаоса и вечности. Крепость среди неприступных гор, Ампер, древняя столица Раджастана, гордо взирающая на пески, подступающие со всех сторон пустыни. Желто-бурые с темными подпалинами стены, напоминающие верблюжью шерсть, путаница коридоров, бесконечные утомляющие лестницы. Древние камни, хранящие память о храбрых воинах, которые с детства обучались здесь, под защитой этих стен, сражаться и защищать свои семьи, дома, княжества.
камни, ни кирпичи, ни самые неприступные творения архитекторов не вечны. Несмотря на усилия реставраторов, через несколько тысяч лет они все равно обратятся в песок. Но нам не нужны их доказательства, ни искусная резьба, ни блеск мозаичных потолков покоев Махараджи. Несколько шагов по прохладным ступеням, и мы уже слышим шепот голосов, зовущих нас из глубины веков, эхом отдающихся в глухих колодцах внутренних дворов. И мы готовы утонуть в темноте коридоров, погрузиться в этот замкнутый мирок, растаять в чужих воспоминаниях. Навязчивое желание просто исчезнуть навсегда, раствориться в песках вместе с этим древним городом и больше никогда не вернуться, и вместе с тем стучащий в висках ужас, страх потерять что-то, чем дорожишь и что любишь больше всего. Боже, почему не верю? Нет, стены. Помогите! Помогите! Ночной автобус осторожно пробирается по вечерним, никак не желающим погружаться в сон улицам. Позади остался Джайпур с его розовым великолепием архитектуры, а пока все вокруг окутывает ночь с обрывками ярких снов и дремотным дыханием людей в переполненном автобусе, везущем нас сквозь душную темноту по ухабистым дорогам Великой Индии. Покинутая столица Великой империи моголов, Агра с ее фортами, крепостными стенами, башнями. Агра, готовая утонуть в потоке современной жизни, сдаться под наплывом туристов, но заботливо хранящая за стенами из красного песчаника свое главное сокровище – мраморное великолепие, открывающееся нам внезапно за темным сводом резных ворот. Нет в мире здания более романтического и трагического, чем Тадж-Махал. Это не дворец и не мечеть, это усыпальница, мавзолей, памятник скорби, беззвучный крик тоски человека, потерявшего самое дорогое. Это память о любви Шаха Джахана и Мумтаз Махал. Миллионы людей стекаются сюда, чтобы, возможно, единственный раз в жизни замереть в оцепенении перед этим величественным, но в то же время легким и ажурным творением из белого мрамора. Подобно вражеским войскам, несметные полчища продавцов, вооруженных до зубов всевозможными сувенирами, настойчиво осаждают улицы Агры. Сотрет ли неумолимое время Агру со сверкающим Тадж-Махалом из нашей памяти? Или это сияющее мраморное чудо навсегда останется в наших сердцах, затмевая лица окружающих людей, пыль дорог, шум поездов? Переплелась ли жизнь этих людей здесь с историей этого города, или они продолжают жить вдали от древних эпосов, мифов и легенд? Вдали от уличных баталий и суеты,
В двориках, спрятавших всех посторонних глаз, есть параллельный мир, мир за стенами великого мавзолея, мир, живущий своей собственной жизнью. I've seen it all. I have seen the trees. I have seen the willow leaves dancing in the breeze. I've seen a man killed by his best friend, and lives that were over before they were spent. I've seen what I was, and I know what I'll be. I've seen it all. There is no more to see. You haven't seen elephants, kings, or Peru. I'm happy to say I had better to do. What about China? Have you seen the Great Wall? All walls are great if the roof doesn't fall. And the man you will marry, the home you will share. To be honest, I really don't care. Там, где великая река Ганга принимает в свои воды реки Варуну и Аси, тысячи лет шумно кипит жизнь древнейшего города Земли. Много раз он был разрушен дотла, но как феникс восставал из пепла под разными именами – Варанаси, Бенарес, Каши. Это дверь, сквозь которую боги спускаются на землю, а люди попадают прямо на небеса. В этом самом святом месте на Ганге живые идут прикоснуться к таинству смерти, дарующей освобождение. На рассвете, по улочкам уже метра, следуя зову души и веры, ноги несут паломников Великой Матери реке. В утренней дымке огромная Ганга, казалось, не течет, а лениво лежит перед ними. Следуя писаниям священных вед, они принимают ее воды на свои головы для очищающего омовения. Преодолев миллионы миль эфирного пространства, воздуха, воды и земли, Ганга несет свои мутные и исцеляющие воды с великих гор с севера на юг, омывая древние камни гхатов Варанаси. Гхаты – это ступени, спускающиеся от улиц и переулков прямо к воде. Богатство и бедность, рождение и смерть, молитвы, ссоры, споры, разговоры. Центр жизни этого города здесь. Более 4000 лет жизнь на набережных Варанаси буквально бьет ключом.
Одни перемещаются с головокружительной быстротой или заняты повседневными заботами, другие пребывают в медитации, невзирая на бурлящий вокруг мир. Загораются огни, доносятся запахи благовоний, звуки вечерней пуджи с Ман-Мандир Гхата, Харчичандра Гхат, Маникарника Гхат, место кремации, где с утра до вечера горят огни погребальных костров. Зайдет солнце, и, может быть, мы опустим в эти воды цветы вместе с 1000 других даров. На берегах Ганги смиренные паломники возносят молитвы, чтобы ее безупречно чистые воды смыли с них всю скверну. Присоединитесь к ним вместе с героями и святыми, богами и богинями прошлого и настоящего, которые очищались ее милостью. Глубоко погрузитесь, позвольте водам матери Ганги унести ваше сердце. Бинарес – дивный лотос, распустившийся на кончике трезубца Шивы. На 6 километров вдоль реки протянулись храмы и пристани. Панчи-кроши или дороги паломничества пронизывают весь город, растянувшись более чем на 90 километров. С раннего утра паломники начинают свое пешее путешествие от окраин города до ступеней Гхатов. Вдоль пути всего 108 мест для молитвы. Многочисленные индуистские божества почитаются в храмах или специально отведенных местах у реки. Большинство статуй и каменных символов олицетворяют Шиву, важнейшее божество индуистского пантеона наряду с Брахмой и Вишну. Стоя у врат бездны, он пускает в мир хаос и смерть, но в то же время олицетворяет Эрос, энергию жизни, воплощенную в каменных лингамах. Здесь, на берегах Ганги, как и по всей Индии, объятые страхом и благоговением люди молятся Шиве о здоровье и благополучии своих семей. Повсюду каменные изваяния выглядывают из многочисленных ниш в стенах домов, спускающихся к воде. Об этих небольших трогательных статуях заботятся словно о своих близких и родных, украшая их каждое утро и принося им в дар немного священной воды Ганги. Чтобы получить ответ на свои молитвы, паломники должны быть готовы к страданиям. Они спят прямо на улице, множество раз спускаются, поднимаются по крутым ступеням Гхатов и даже просят подаяния вместе со смиренными садху и аскетами. Преодолевая босиком огромные расстояния, неся с собой лишь свою одежду, обревая голову, питаясь только бесплатной едой, подаваемой на улице вдали от хатов, миллионы людей прибывают сюда, чтобы помолиться в бесчисленных храмах Варанаси. Их самая сокровенная мечта сбывается, и они растворяются в толчье базаров, укрываясь от меткого удара мячика для крикета. Но, возможно, некоторые остаются здесь навсегда, превращаясь в одетых в лохмотья нищих попрошаек. In Varanasi, in every house, everyone they have small temple, and they have statues of Ganesh, Lakshmi, Shiva. In every morning, they make worship morning and in the evening time. They make worship at home, and almost 90% people they will go down to the river to take a shower after they make a spiritual worship. Несмотря на общую бедность, город буквально тонет в запахах разнообразной еды. Готовят дома и на улице, с раннего утра активно взбивая знаменитый индийский йогурт ласси.
На первый взгляд, бесхозные и пользующиеся своей святостью и неприкосновенностью коровы, разбредающиеся по всем улицам и набережным Варанаси и везде сующие свой нос, все же каждое утро возвращаются к своим хозяевам и дают людям возможность насладиться своим молоком. В лабиринтах старинных переулков можно встретить простых горожан, живущих здесь, вдали от троп паломников. Жители Варанаси растят и воспитывают в этом городе своих детей, передают им свои профессии из поколения в поколение. Люди, живущие здесь, наполненные особой жизненной силой. Они действительно получают удовольствие от всего, что они делают. Варанаси – знаменитый центр производства жаккардовых тканей. Город шелка, как сами жители гордо именуют это место. Множество семейных мануфактур притаилось на здешних улочках. Старинные станки исправно работают, направляемые умелыми руками мужчин-ткачей. Сделанная на этих станках ткань затем вышивается вручную. Здесь можно найти прекрасные шелковые сари, шали, шарфы. Заходите в любую лавочку и торгуйтесь до позднего вечера. Каждое утро мужчины спешат рассесться на маленьких стульчиках подле уличных парикмахеров, чтобы гладко выбрить свои щеки опасной бритвой. Несмотря на внешнюю неопрятность, они ревностно следят за собой, оберегая свои драгоценные усы, символ мужской силы в Индии. За углом на соседней улице расположились лавочки музыкантов-барабанщиков, мастерящих свои дарбуки и таблы, звуки которых являются неизменной частью индийской классической музыки. Множество людей в Индии готовы отказаться от всего земного, богатства, социального положения семьи. Они посвящают себя познанию Бога и Вселенной. Их называют саньяси, все познавшие. Отвергнув все земные желания, саньяси достигают спокойствия и близости к божествам. Большинство таких отшельников странствуют по стране, скрываются в монастырях или предаются своеобразным молитвам в уединенных святилищах. Мертвое тело, завернутое в расшитый золотом оранжевый саван, вдруг проплывает над головами прохожих. Сцена, шокирующая приезжих, но вполне обыденная для большинства индийцев. Покойные прибывают сюда со всей Индии, их привозят на поездах, автобусах, повозках или приносят на руках родственники из окрестных деревень.
В нашем восприятии смерть связана с глубокой скорбью и трауром. Но в Индии обряд прощания с умершим по пышности и яркости уступает, наверное, лишь свадьбам. Семьи влезают в долги, чтобы исполнить последнюю волю своих близких. Платить приходится за все – за дрова для погребального костра, за сам обряд на берегах Ганги и за право воспользоваться священным огнем, который вот уже более 3000 лет не гаснет на пристани Маникарника. Дорогостоящий обряд кремации – это неотъемлемая часть жизни большинства индуистских семей. Ведь не кремируют только безгрешных святых и детей до 14 лет. Свернув в очередной переулок, процессия, состоящая исключительно из мужчин, наконец выходит к хатам, где тело будет возложено на заранее приготовленный костер. Под звуки оглушающей музыки, в неистовом танце стирается грань между жизнью и смертью, исчезает печаль, чувство утраты близкого человека. Ведь жизнь наполнена страданиями, и каждое перерождение лишь добавляет страданий. Но кремация здесь, в Варанаси, открывает дорогу в рай, освобождает из цикла рождения и перерождения. Иногда кажется, что люди, словно песчинки в этой огромной вселенной, и ветер гонит их по миру и жизни день за днем. Для большинства из нас жизнь имеет свое начало и конец, но может быть все вокруг, и мы тоже живем в непрерывном потоке, в вечной реке времени, и все живое просто уплывает куда-то вдаль, в бесконечность, словно человеческие останки, уносимые водами Ганги. Мы приходим в этот мир снова и снова и уходим, так и не найдя того, что искали. Мы поглощены своими заботами, страхами, желаниями. Но однажды наши нескончаемые мысли вдруг не находят того, на чем остановиться, теряются в бесконечности, из которой когда-то были разбужены, и, наконец, успокоившись, засыпают. И именно в этот момент мы растворяемся в лучах солнца и погружаемся в совершенно другой мир, полный покоя и красоты, и призрачного, но столь необходимого нам счастья. Всего в часе езды от Варанаси, сосредоточения индуистской культуры, притаилось местечко Сарнатх, одно из важнейших мест для буддийских паломников. По легенде, в 528 году до нашей эры в тенистой роще Сарнатха Будда Гаутама произнес свою первую после просветления проповедь. В течение многих столетий Сарнатх процветал в качестве центра буддийского искусства и философии, но пал под натиском моголов, был полностью разрушен и пролежал в руинах почти целое тысячелетие. Но мы все же можем прикоснуться к древним свидетелям расцвета буддизма, массивной ступе Тхахамекх
и потомку знаменитого дерева Бодхи, дерева познания. Сейчас это место заполнено вновь отстроенными буддистскими храмами и музеями с фресками, книгами и артефактами, готовыми рассказать нам о жизни и учении Будды. Без книг, без слов, без букв таинственно струится мысль, и в разум человека с идеей царства Будды молча входит. Безмолвные пугающие ночные улицы гонят нас к единственному островку жизни и человеческого тепла посреди замершего в оцепенении темного города. Остается загадкой, что же заставляет всех этих людей собираться здесь и, отгородившись от ночного мира, вновь и вновь пропевать свои религиозные гимны. Возможно, им они дарят покой и надежду, что после пугающей неотвратимой смерти есть что-то еще, вечная жизнь или новое перерождение. Но и здесь, согреваемый теплом молитвенного огня, мы все равно объяты ужасом, страхом необратимости судьбы, страхом смерти и готовы бежать от всего, от самих себя, сквозь ночь, сквозь темноту. Ну вставай! Да, ну вставай! Good